Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 30 декабря. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Поздно вечером 29 декабря врачи больницы в Иерусалиме начали операцию премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньягу. Источник, знакомый ситуации, также подтвердил, что операция по удалению простаты в связи с доброкачественным увеличением уже началась. Нетаньягу ввели общий наркоз. В видеоролике за несколько часов до операции Нетаньягу говорит, что он покидает заседание Кабинета министров и уходит с работы относительно рано. Все это для того, чтобы лечь на операцию. Держа в руках биографию Джона Герцога Мальборо, написанную Уинстоном Черчиллем, премьер заявляет, что он намерен поддержать тех, кто желал ему скорейшего выздоровления. Ну и как только что сообщает канцелярия премьер-министра, что Биньямин Нетаньягу пришел в себя, а также восстанавливается после успешной операции по удалению простаты. Цитирую: «Операция прошла успешно, без осложнений», говорится в заявлении офиса премьер-министра. Нетаньягу проснулся и находится в хорошем состоянии и полном сознании. Это была цитата. В сообщении также добавляется, что Нетаньягу перевели в подземное укрепленное реабилитационное отделение, где он, как ожидается, проведет несколько дней под наблюдением. Нетаньягу благодарит команду хирургов, проводивших операцию. В отдельном заявлении больницы заведующий отделением урологии комментирует: процедура Нетаньягу прошла по плану. О том, что операция Нетаньягу прошла успешно, сообщает и агентство Associated Press. Напомню, что Нетаньягу сделали срочную операцию после лечения от инфекции мочевыводящих путей. По данным канцелярии, в прошлую среду премьер-министр прошел обследование в больнице, где была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, возникшая в результате доброкачественного увеличения простаты. Ранее же окружной суд Тель-Авива одобрил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу отложить запланированные на этой неделе слушания по его делу о коррупции, связанного с сигарами и шампанским, который Нетаньягу получил в подарок. Запрос был направлен с согласия прокуратуры. В запросе Биньямин Нетаньягу говорит, что из-за проведения операции он, как ожидается, останется в больнице на госпитализации на несколько дней. Цитирую: «Премьер-министр прошел обследование в больнице, где была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, возникшая в результате доброкачественного увеличения простаты. В результате сегодня ему будет сделана операция под общим наркозом, и ожидается, что премьер-министр пробудет в больнице несколько дней. Просьба к суду распорядиться об отмене очередных слушаний на этой неделе», написал Нетаньягу в просьбе к суду. Еще раз напомню, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу обратился в больницу на прошлой неделе. После обнаружения инфекции он в течение нескольких дней получал лечение антибиотиками, которые уничтожили инфекцию, но операция была необходима. Добавлю, что в апреле Нетаньягу уже перенес операцию под полным наркозом после того, как у него была обнаружена грыжа. Вчерашняя же операция длилась около 2 часов, как и планировалось, и премьер-министра сейчас перевели уже в кардиологическое отделение для восстановления. Министр юстиции Ярив Левин временно будет исполнять обязанности премьер-министра, пока Нетаньягу будет восстанавливаться. Ну а министр обороны Исраэль Кац будет уполномочен созывать Кабинет безопасности в случае необходимости. Некоторые оппозиционные ненавистники Нетаньягу из Кнессета были возмущены, почему им не поручили исполнять обязанности премьер-министра. Новости на Радио Мария. Юридический советник правительства Гали Барау-Миара вчера не пришла на утреннее заседание правительства. Это вызвало новые призывы к ее отставке со стороны членов кабинета премьер-министра Биньямина Нетаньягу. Добавлю, что даже сам Нетаньягу перед сложной операцией посетил заседание, но Миара решила его проигнорировать. Министр национальной безопасности Тамар Бен-Гвир критикует Барау-Миару за то, что она не явилась на заседание Кабинета министров и обвиняет ее, цитирую, в избирательном применении силы. Конец цитаты.
Министр транспорта Мири Регев заявляет: «Я не понимаю, почему не поднимается вопрос об импичменте», говорит министр транспорта Израиля Мири Регев, призывая министра юстиции Ярива Левина немедленно поднять этот вопрос. Министр связи Шломо Кари соглашается с этим, призывая кабинет отправить Миару домой. Он утверждает, что здесь, цитирую, абсолютное большинство за импичмент. По данным же общественной телерадиокомпании Израиля Кан-11, лидеры коалиции рассматривают возможность выждать несколько месяцев, прежде чем объявить об увольнении Миары, чтобы избежать обвинений в политизации процесса. Далее к другим событиям. Начальник генштаба армии обороны Израиля Герци Алеви заявил, что война, которую Израиль ведет уже почти 15 месяцев, далека от завершения. Но Хамас и Хизбалла больше не являются боеспособными в военном отношении. Цитирую: «Это долгая война, и я не могу сказать, что мы видим ее конец», говорит Алеви на церемонии для раненых солдат в медицинском центре Шиба недалеко от Тель-Авива. Но после высокой цены, которую мы заплатили, мы также видим результаты. Военное крыло Хамас было разгромлено, Хизбалла полностью разгромлена. Добавлю, что ранее во время визита на юг Ливана Алеви говорил, что разгром Хизбаллы еще не стал настоящей победой Израиля. Победа, которая долгосрочно означает, что здесь будет много мирных жителей, много туристов, здесь будут рестораны и кафе, а сельское хозяйство здесь будет процветать, сказал Алеви, имея в виду север Израиля. Армия обороны Израиля и Шабак заявляет, что в результате серии операций и авиаударов на севере сектора Газа в прошлом месяце были ликвидированы 14 членов Хамас, включая 6, которые участвовали в нападении на Израиль 7 октября прошлого года. Заявление было сделано армией обороны Израиля и Шабак после проверки результатов операций в прошлом месяце. По словам военных, помимо борьбы с Хамас на самом севере сектора Газа, военные также занимаются выслеживанием и уничтожением террористов, которые вторглись в Израиль 7 октября 2023 года. Главные новости Израиля. Мировой суд Иерусалима отклонил запрос полиции на получение доступа к мобильным телефонам антиправительственных активистов, которые были арестованы во время акции протеста возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в субботу рано утром, а также подверг полицию критике за то, что она оставила еще одного задержанного под стражей на ночь. Напомню, что 5 активистов были арестованы полицией за нарушение общественного порядка в субботу рано утром. Об этом мы подробно рассказывали во вчерашнем выпуске. Хотя впоследствии их и отпустили, полиция настояла на том, чтобы у них остались телефоны. Также сообщается, что еще одну активистку арестовали по подозрению в попытке использовать некую гранату, хотя на самом деле она использовала дымовую шашку, что согласно судебным документам является законным. Судья раскритиковал полицию за то, что она задержала женщину вместо того, чтобы освободить ее с ограничениями, заявив полиции, что если нет опасений относительно возможного воспрепятствования правосудию или того, что подозреваемая представляет опасность для себя или окружающих, то нет оснований для ее задержания. Добавлю, что в телефонах протестующих могла быть переписка с заказчиками протестов, которые, возможно, были организаторами утренней акции в прошлую субботу под резиденцией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Правительство Израиля заявило, что продлевает финансирование для размещения почти 70 тысяч израильских граждан, перемещенных в результате боевых действий на севере и юге нашей страны. Финансирование продлится до 28 февраля. По данным правительства, почти 14 тысяч внутренне перемещенных лиц размещены в гостиницах и других местах, которые финансирует государство, в то время как остальные проживают в самостоятельно арендуемом жилье. Они получают пособие на аренду.
Подавляющее большинство эвакуированных выходцы из севера Израиля, которые были вынуждены покинуть свои дома более года назад из-за непрекращающихся ракетных залпов Хизбаллы из Ливана. Напомню, что эвакуированным, которые решили не останавливаться в гостиницах, которые оплачивает государство, выплачивается пособие на аренду жилья в размере 200 шекелей, это $54 США на взрослого, и 100 шекелей, это $27 США на ребенка в день. После пособий эвакуированным собственники квартир подняли цены на аренду в Израиле, ведь зачастую эвакуированные граждане арендуют дорогие пентхаусы и виллы с бассейнами. Иногда цена за аренду в месяц достигает 10-15 тысяч шекелей. Наша слушательница из севера страны не под запись рассказала, что у них в семье 6 взрослых, 3 детей. 6 взрослых – это 1200 шекелей в день, и за детей еще 300 шекелей в день. То есть в месяц наша слушательница получает на аренду от государства 45 тысяч шекелей. Это $12 200 США. Цитирую: «Сейчас мы не работаем, а живем в свое удовольствие, хоть немного отдохнем», рассказывает эвакуированная Жанна. Помимо этого, на пособиях от государства зарабатывают недобросовестные граждане. Они максимально близко переселяются в зону конфликта, если это возможно, ну а потом из зоны конфликта переселяются в другое место. В результате уже как эвакуированные граждане подают на пособие по аренде. В совместном заявлении канцелярия премьер-министра и Министерство образования объявляют о запуске стратегического плана по содействию использованию языка иврит среди израильских арабов. Согласно заявлению, премьер-министр, а также Министерство образования и социального равенства представили Кабинету министров многолетний план по продвижению иврита среди носителей арабского языка с крупным бюджетом в размере 744 миллиона шекелей. Владение ивритом необходимо для полной интеграции в израильское общество, заявляет премьер-министр, утверждая, что повышение уровня владения ивритом откроет двери для многих арабских мужчин и женщин в сфере занятости и образования, обеспечит доступ к необходимой информации и услугам и будет способствовать лучшему сотрудничеству между евреями и арабами. Сегодня правительство Израиля предпринимает важный стратегический шаг, осуществляет крупные финансовые инвестиции, которые напрямую повлияют на интеграцию израильских арабов в израильское общество. И как следствие это будет способствовать борьбе с ростом преступности в арабском обществе, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра. Напомню, что израильские арабы в большинстве случаев используют арабский язык. Такая же ситуация и в русскоговорящем сегменте общества. Люди не интегрируются в социум, а продолжают жить в неком Брайтон-Бич со своими магазинами, русскоговорящими врачами и работой в русскоговорящем коллективе. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Суд разрешил публикацию имени и фотографий подозреваемого в нападении на подростка в районе Иерусалима и Модиин-Илит. Полиция полагает, что у задержанного было множество пострадавших. По данным расследования, подозреваемый действовал систематически, и есть основания полагать, что речь идет о серийном маньяке. Он ездил на белом автомобиле Infiniti. Окружной суд Лода по запросу полиции разрешил публиковать данные подозреваемого. Это 41-летний Яаков бен Давид, житель Иерусалима. Все, кто пострадал от противоправных действий подозреваемого, и те, кто знает о возможных пострадавших, просят обратиться в полицию Модиин-Илит по телефону 08 644 72 37 или же по номеру полиции 100. Пропала 49-летняя Юлия Файфман из Рамат-Гана. Стражи порядка обращаются к общественности с просьбой помочь установить местонахождение Юлии. Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, темно-коричневые волосы, карие глаза. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юлии Файфман, позвоните по телефону полиции Израиля по номеру 100.
Напомню, что вернулся официальный телеграм-канал «Радио Нария». Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Отсканируйте телефоном QR-код на своих экранах или же найдите в поиске Telegram «Радио Нария» латинскими буквами. Также ссылку на наш телеграм-канал мы оставим в первом закрепленном комментарии под этим видео. Добавлю, что Радио Нария нужна ваша поддержка. Поддержать нас вы можете прямо сейчас. Подпишитесь на наш YouTube-канал. 80% наших зрителей смотрят YouTube-канал Радио Нария без подписки. Также важно поставить палец вверх под этим видео, если видео вам понравилось, или же палец вниз, если видео не понравилось. Не забудьте написать свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, во вторник, 31 декабря, в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.